Всем привет! Я буду строить самую, наверное, главную новинку этого года от звезды. Это вертолет К-52. И он знаменит тем, что часто мелькает в новостной ленте. И по Первому каналу я не раз видела сюжет про эту легендарную машину. Так что давайте строить эту огромную модель в 48-м масштабе. Поехали! Итак, передо мной коробка этого легендарного вертолета К-52. И из интересного я заметила, что поменялся шрифт у звезды. Прям очень бросается в глаза, появились такие угловатые буквы, на мой взгляд. Бокс-арт выполнен, мне кажется, рукописно, но я не вижу здесь подписи автора. А так, здесь изображен вертолет, который прикрывает группу мотопехоты во время очередного штурма. А также эта модель сделана по лицензии вертолетов России, значит, нас ждет довольно копийная модель. Так. На обратной стороне у нас собранная модель. И здесь мы можем оценить ее размер 33 сантиметра, что в принципе не так уж много для 48 масштаба. 385 деталей, тоже не так много, могло быть и больше. И из интересного хочу отметить, что винт вращающийся, то есть не статичный, как это часто бывает у таких моделей. В наборе довольно многообразное вооружение. И также присутствует пилот, что довольно классно, потому что в 48 масштабе довольно сложно найти фигурки, особенно для авиации. Ну и классические декали для вертолетов. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ. И заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Вертолет К-50 хоть и был произведен очень малой серии, всего из 15 экземпляров, но успел стать вехой в истории отечественного вертолетостроения. Он не стал легендарным оружием, но дал путь в жизнь более удачному своему брату К-52. Но что погубило такую вроде бы перспективную машину? А погубила его концепция и время. Вертолет создавался в конце 80-х годов, в эпоху перестройки. Перестраивалась и отечественная оборонная промышленность. Во время молодой российской демократии в лице товарища Ельцина почти все оборонные предприятия пытались выжить и сохранить свою конструкторскую школу и уникальные коллективы и кадры, которые очень бы пригодились спустя 30 лет. Кто-то из предприятий оборонной промышленности стал выпускать кастрюли вместо снарядов, а кто-то пытался продать свою уникальную продукцию в Индию или Китай. КБ Камова пытались выжить благодаря своему новому ударному вертолету. А помог в продвижении винтокрылой машины стихийный маркетинг в виде фильма «Черная акула», где вертолет сыграл главную роль, и одноименная компьютерная игра. На жизнь вертолета повлияла и его концепция. Это одноместный ударный вертолет. Пилот должен был управлять машиной в воздухе и отвечать за вооружение. А для наводки оружия предполагалось использовать специальный вертолет-целеуказатель. Но благодаря перестройке конструирование этой машины забуксовало. Инженеры КБ Камова решили пойти по пути своих конкурентов из КБ Миля, сделать двухместный ударный вертолет. У Ми-28 тандемная схема размещения экипажа друг за другом. И как у его предшественника Ми-24. И такая компоновка вертолета снижает лобовое сопротивление, но у экипажа нет визуального контакта друг с другом. И в случае выхода из строя пилота оператор не мог вовремя перехватить управление и аварийно посадить машину. Да, у оператора вооружения тоже есть рудиментные рычаги управления. Камовцы решили сделать кабину с расположением экипажа плечом к плечу, как в автомобиле, и в теории это должно повысить живучесть вертолета. Таким образом, при помощи нехитрой переделки кабины из одноместной в двухместную получился вертолет К-52, который стал одним из основных в российской армии. То есть черная акула родила аллигатора. Вот такая интересная шуточка. И немножко интересных фактов о вертолете К-50. После кинобоевика «Черная акула», с успехом демонстрировавшимся на экранах, это название закрепилось за К-50, где в главной роли был снят этот вертолет, который впоследствии с успехом действовал в составе боевой группы в Чечне. Проверяя живучесть машины, летчики-испытатели отстреливали даже хвостовое оперение, но машина продолжала полет, сохраняя устойчивость, и совершала посадку. Это, к слову, о концепции вертолета с хвостовым винтом, который бы сразу потерял управление.
А также на К-50 задействована автоматизированная система, которая в случае ранения или гибели летчика возвращает вертолет в режиме автопилота на аэродром вылета самостоятельно. Так что вроде бы вот такая вот заурядная машина, а сколько интересных концепций в нее заложено. Давайте открывать коробку. А внутри у нас инструкция об окраске, которая нам предлагает сделать два варианта вертолета. Первый – это классический военный вертолет в таком сером цвете, который был представлен на авиасалоне МАКС 2015 года. Но этот цвет тоже довольно интересен и прост в окраске, то есть вам просто нужно использовать, грубо говоря, серый и черный, и ваша модель практически будет готова. И если вы собираетесь сделать такой вертолет, то я советую вам поиграться с светотенью, так как серый цвет очень классно оживит вашу модель, если грамотно высветлить и затенить определенные участки модели. Ну а на обратной стороне современный вертолет К-52, который представлен здесь в 2023 году. И угадайте, где сейчас он летает. Также мы можем посмотреть, что здесь используется камуфляж, двухцветный и голубое пузико. И здесь довольно интересные декали в виде пасти акулы, так как это, хотя аллигатор, должна быть пасть крокодила все-таки, наверное. Так, дальше переходим к инструкции. Здесь звезда нам предлагает собрать два варианта. И, честно говоря, с первого взгляда я не совсем поняла, в чем различие этих двух вариантов, но приглядевшись, можно понять, что здесь разное вооружение. Во втором варианте наш вертолет в боевом положении, за штурвалами сидят пилоты, и все люки и дверцы закрыты. А в первом варианте, я так понимаю, что вертолет на обслуживании, и некоторые лючки здесь открыты. У нас всего лишь тут 6 ледников, включая с ледником остекления, что довольно мало. И сборка начинается с кабины пилота. Довольно богатая декаль, которая нам позволяет сделать довольно много разных технических надписей. И это, кстати, очень классно оживляет и придает вашей модели такую точность. Вот так выглядит инструкция по размещению технических надписей. И меня часто спрашивают, как клеить декали. Тут все на картинках написано. Также давайте посмотрим детали. Модель из серого пластика, и она с довольно четким рельефом. И по этой детали мы можем оценить размер вашей будущей модели. Так что она не крупная, хотя и в 48 масштабе. Давайте приступать к сборке. Итак, первым шагом нам необходима деталь под номером Е20. Мы берем литник Е, видим обозначение Е и цифровое обозначение 20. И по внешнему виду эта деталь очень похожа на то, что нам нужно. С помощью бокорезов я ее отделяю. Так, и теперь мне необходимо убрать все лишние бугры, которые остались от литничка. Воспользуюсь я сначала ножом, можно также и бокорезами, кому как удобнее. Тут надо быть аккуратным. И теперь с помощью надфиля я все это беру получше. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Бусти. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Бусти есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на телеграм есть тоже в описании. А следующие детали находятся на рамочке B, так как это детали B45, B46 и также B48. Рамочка B. И вот эти маленькие детали 45 и 46 одинаковые. Аккуратно отделяем с помощью бокорезов от литника. И теперь я также их аккуратно обрабатываю. Также я за кадром нашла детали D44, 4 штучки. И теперь мы можем приклеить все детали первого шага между собой.
Значит, для удобства я позиционирую детали так же, как на схеме. Маленькие детали я буду приклеивать при помощи пинцета. И теперь клеем аккуратно смазываю соприкасающиеся поверхности. Значит, деталь Е20, к ней мы приклеим деталь Б45. И, соответственно, их точка контакта — это вот этот вот выступ. И теперь аккуратно ставим. Так, позиционируем так же, как на схеме. И устанавливаем. Вот красота. Теперь надо дождаться, когда детали высохнут, и можно переходить к следующему шагу. И теперь я установлю кресла пилотов на свои места. Нужно вот эти вот точки контакта. На сиденьях никаких нету специальных обозначений, хотя нет, есть. И мы должны аккуратно вот как бы в этот изгиб уложить изгиб сиденья нижний. Так, и даже все симметрично и параллельно. Так, теперь я перехожу к установке, можно сказать, рабочих мест пилотов. То есть собираю все это пространство в единую деталь. Тут, видите, есть такие две полосочки, и между них должна встать нижняя часть рабочего места. Соответственно, это место я и промазываю клеем. Так, готово. И теперь в нижнюю часть уже самого корпуса вертолета я буду устанавливать эту сборку. Тут нам для ориентира вот эти два выпуклых круга и, соответственно, два выпуклых круглых паза у нас на детали. И задняя часть должна попасть вот в это углубление. Соответственно, я все это промазываю клеем и сопоставляем детали. Итак, я подсобрала несколько предыдущих шагов, и теперь, наверное, приступаю к самому интересному. Это сборки самого фюзеляжа вертолета. Но сначала мне нужно установить приборную панель. Она встает довольно легко. Судя по схеме, должны попасть вот в эту щель. Теперь я, наверное, установлю вот эту систему, часть двигателей. И судя по схеме, нам нужно найти вот этот маленький паз и соответствующий выступ на основной нашей маленькой детали и сопоставить. Деталь стоит. И теперь самое интересное — это сборка всего нашего корпуса. Значит, здесь сначала примеряем все. Как видите, здесь есть вот такая линия соприкосновения двух деталей, и периодически она прерывается на одной и второй детали. Их надо просто сопоставить, чтобы эта линия была единым целым. Так, давайте приклеивать поэтапно. Наверное, это самый ответственный момент во всей сборке вертолета. А теперь я перехожу к установке крыши или же верхней части фюзеляжа, как правильно, наверное, это сказать. Сначала примериваю. И теперь места стыка промазываю клеем. Готово. Теперь я заканчиваю сборку фюзеляжа. И я ставлю вот эти два экрана на свое место. Сначала с этой стороны. Так, надо аккуратно попасть. И тут я воспользуюсь сверхтекучим клеем. Он сам затечет в место стыка двух деталей. И после этого шага уже можно приступать к окраске этой модели. Очень хорошая модель по своей стыкуемости. Даже намного лучше, чем была модель Mi 8.
И, собственно, фюзеляж у меня собран, теперь я могу приступать к окраске. И теперь настало время вертолетной теории. Ставь лайк и комментарий, если тебе нравятся мои такие рассуждения. Если мы взглянем на вертолет К-50, то сразу возникает чувство дежавю, ведь он очень похож по концепции на вертолет Ми-28 от конструктора КБ «Миля». Это два ударных вертолета с очень похожим набором вооружений. И различает их только одно – это количество членов экипажа. У Ми-28 их 2, у К-50 1. И пилот отвечает и за управление, и за огневое поражение противника. И тут есть и свои минусы, и плюсы. Но, к слову, в дальнейшем КБ Камова переработали К-50 и сделали двухместную версию К-52. И, по сути, это сделали они относительно легко. Они просто откусили нос где-то перед двигателями и установили более широкую кабину. Но вернемся к сравнению К-50 и Ми-28. Это вертолеты, ярчайшие представители своих школ. Напомню, что в Советском Союзе и в современной России есть две фирмы, которые проектируют вертолеты. Это Камов и Миль. И оба КБ названы в честь своих первых генеральных конструкторов. Отличить вертолеты этих КБ очень легко. Вертолеты у Камова летят благодаря двум соосным винтам, раз-два. А у изделия фирмы Миля один несущий винт и один в хвостовой части. Так зачем вертолету два винта? Дело в том, что будь у аппарата он только один, то, вращаясь несущий винт, стремился бы раскрутить фюзеляж вертолета в обратную сторону. И для устранения данного явления предназначен установленный вертикально на хвостовой балке винт на примере Миля. И для привода рулевого винта нужен вал, который уйдет почти через весь фюзеляж вертолета и передает крутящий момент именно этому винту. И это очень ненадежная схема, ведь при повреждении этого вала вертолет сразу становится неуправляемым. А вертолеты КБ Камова, как правило, не используют схему с задним винтом, а применяют соосную схему винтов. То есть над фюзеляжем вращаются сразу два винта. Один в одном направлении, а другой в противоположном, тем самым гася реактивные силы. И тут тоже встает вопрос о синхронизации этих винтов. Это довольно сложная схема. И какая же из схем лучшая? Тут очень сложно сказать, и в той и в другой есть свои компромиссы, которые приходится решать конструкторам. И надеюсь, что тебе стало понятнее, почему вроде бы два одинаковых вертолета, а такие разные на вид. Если у тебя тоже есть какие-то дополнения к моему рассказу, то я жду тебя в комментарии. Мне тоже интересно почитать. Я загрунтовала пилотов и окрасила их в основной цвет. Современные пилоты, как правило, летают в зеленых комбинезонах, и все работы над фигурами я выполню при помощи красок от ACM. Они имеют матовый финиш, и это то, что и нужно для работы над одеждой и элементами униформы. Камуфляж я особо вырисовывать не буду, а нанесу его при помощи тычковых движений, при помощи спонжа. И мне остается только поработать над мелкими элементами униформы. К-52 активно применяется в боевых действиях в Восточной Европе, и на канале Даша Техник у меня выходило отдельное большое видео про противостояние аллигаторов и леопардов. Я очень рекомендую его посмотреть. А в этом видео я затронула непростую историю поступления К-52 на вооружение российской армии. С появлением К-50 заговорили об информационной перегруженности единственного пилота. И да, в одиночку ему трудновато, но следует учитывать, что боевые вылеты осуществляются как минимум парой, и для ведения групповых действий К-50 оснащены аппаратурой автоматического обмена информацией, чего нет на Ми-28 и на Ми-24. На экране дисплеев пилоты К-50 видят все вертолеты группы. Их текущее положение независимо от интервалов и дистанции. Но группой надо управлять, и для этого необходим командир, освобожденный от текущих обязанностей пилота. Именно командир группы может быстрее определить приоритетные цели и нацелить машины на решение поставленной задачи с учетом постоянно меняющейся боевой обстановки. Так и родилась идея создания двухместного вертолета целеуказателя, но с вооружением и боевыми возможностями, не уступающими К-50. Но присутствие на борту второго члена экипажа, хотя и казалось необходимым, но было все же недостаточным условием. Для победы в бою давно известно, кто первым обнаружит неприятеля, тот и получит неоспоримое преимущество. Также я загрунтовала фюзеляж вертолета, и из аэрографа я окрасила в серый цвет кабину. И сейчас я при помощи кисти поработаю над элементами интерьера кабины. Мне нужно окрасить пол, приборную панель и детали системы катапультирования, которые располагаются за креслами. Необходимо было оснастить машину средствами поиска и обнаружения противника на удалении, превышающими возможность применения орудия. Это достигли благодаря высокой разрешающей способности обзорно-поисковой и прицельной системы, позволяющей не только применять противотанковые ракеты «Вихрь» на их предельной дальности 8 км, но и обеспечивать круглосуточность применения машины.
И, конечно же, в цвет хаки я окрашу кресло. Ну а после того, как кабина высохла, я посажу на свои места экипаж винтокрыла. А теперь я нанесу на прозрачные детали маски. Я взяла готовые маски, чтобы не вырезать сложную форму стекол. Это отлично сэкономит мне время. Но тем не менее, точность в этом процессе тоже нужна. Преемственность К50 и К52 очень высокая, до 85% комплектующих изделий и агрегатов. Доработке подверглась главным образом передняя часть вертолета. Двухместная кабина, в которой летчики располагаются бок о бок, стала главной отличительной чертой. Кабина оборудована катапультируемыми креслами. Управление вертолета сдвоенное, что в частности упрощает создание учебной машины. На левом кресле располагается пилот, а на правом оператор или же инструктор. Кабина полностью защищена стальной броней, бронестеклами, бронещитками и бронежилетами экипажа, а общий вес бронезащиты около 300 кг. Дальше я небесно-голубым цветом окрашу нижнюю поверхность летательного аппарата. Тут я применяю краски от фирмы Machete. И это отечественные спиртовые краски, которые мне в последнее время очень даже полюбились. Первый полет К-52 состоялся 25 июня 1997 года. Свыше 11 лет специалисты занимались вынужденной доводкой и испытаниями К-52. Комплекс вооружения К-52 аналогичен тому, что используется и на К-50. Работа по расширению комплекта вооружения К-52 продолжается, и в частности в качестве перспективного оружия боевого вертолета называются гиперзвуковые противотанковые управляемые ракеты. Ну а после того, как краска высохла, мне предстоит очередная не слишком творческая работа. Мне нужно голубой цвет спрятать под масками. Камуфляжная схема окраски сложнее в этом плане, а если выбрать баклажановую окраску, то мучиться с масками не надо. Так что если вы новичок в моделизме, то я рекомендую схему окраски без камуфляжа. Все эти годы специалисты фирмы Камов трудились в надежде, что рано или поздно спрос на К-52 появится. И этот день наступил 27 июня 2008 года, когда с заводского аэродрома в Арсеньеве взлетел первый предсерийный экземпляр К-52. А теперь я нанесу основной цвет, и это желто-оливковый. И при выборе оттенка есть сложности. Если посмотреть на фотографии этого вертолета в сети, то можно заметить, что при разных ракурсах и освещении оттенок базового цвета будет очень сильно отличаться. Поэтому я все же решила сделать основной цвет чуточку темнее. И далее снова маски. И на этот раз я применяю липкую маску от Machete. Она очень похожа на лизуна, и я уже успела ее применить на других моих моделях. Так что рекомендую ее попробовать. 23 октября главком ВВС на встрече с журналистами сообщил, что в 2009 завершатся испытания К-52 и начнется закупка этих машин для перевооружения войск. И в этом же месяце в городе Арсеньеве Приморского края на заводе «Прогресс» состоялась торжественная церемония запуска в серийное производство К-52 «Аллигатор». А из аэрографа я наношу камуфляжные пятна. И я не стараюсь точно воспроизвести схему окраски, но очень стараюсь сохранить паттерн. И теперь я снимаю окончательно все маски, и мне остаются лишь только ручные работы.
Обратите внимание, что кромки воздушных винтов надо окрасить в серый цвет. И для этого я снова берусь за маски. При помощи смывки я выделяю рельеф боевого винтокрыла и заодно сделаю его немножко грязненьким. Итак, я приступаю к заключительному этапу сборки этого вертолета. Я устанавливаю лопасти. И тут нужно быть внимательным, так как лопасти двух видов, соответственно, на верхний и нижний ярус нашего главного винта. И на верхний ярус мы устанавливаем лопасти, у которых такой вот выступ имеет прямоугольный угол. И также надо соблюдать направление, чтобы верхняя часть этой верхней лопасти, этот угол смотрел как бы вперед. Соответственно, друг за дружкой в одном и том же направлении я вставляю в специальные отверстия эти лопасти. Тут даже их не надо клеить, они довольно устанавливаются легко в распор. И маслом в конце своей работы я поправлю цвет основного винтокрыла. Все-таки он у меня получился слишком темным. И при помощи самодельного масляного фильтра я скорректирую цвет в более светлую сторону. И тут я использую масляную краску, неаполитанскую желтую, и много white спирита. И остался последний шаг — нанести декали. И вот такой К-52 у меня получился. А если вам понравилось мое видео, то обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.